Здравствуйте, мои маленькие любители Ардуины. Вот и закончился первый проект на этом канале. Плеер импульсов на STM32 написан, готов к работе и ждет более мощную платформу, например Cortex-M7. Я, похоже, получил лучший результат среди любительских плееров импульсов гитарных кабинетов на STM32. 1000 тапов импульса на частоте ядра 100 МГц. Прошу вас поддержать это достижение вашими просмотрами, лайками, подписками, репостами, рассказами друзьям и что там еще принято просить у зрителей. Это определенно повысит мое настроение, даст плюс 10 к счастью, здоровью и баллам ICQ. Плейлист со всеми сериями, посвященными плееру импульсов, есть на этом канале. Ссылку можно найти в описании. Но не будем отвлекаться. Пора вернуться к заброшенной, но не забытой программе гитарной педали эффектов. Во время работы над плеером импульсов, когда я уже понимал, что плеер импульсов перейдет на более мощную платформу, я много думал о дальнейшем развитии проекта педали на текущей платформе. Подумать было над чем, и мысли были от полного отказа от этой платформы и перехода на новую, до отработки и реализации максимального количества эффектов на этой платформе. Ведь для кого-то дешевизна решений может оказаться важнее функционала и качества звука. Мне хотелось добавить в педаль несколько новых эффектов, но этому сильно мешал аналоговый способ смешивания входных и выходных сигналов эффектов дилей и реверс дилей. За это у нас отвечали крутилки обратной связи, фидбэк, и уровня эффекта, level. Почему я изначально выбрал такое схемотехническое решение? Я хотел минимизировать шум и не снижать динамический диапазон от цифрового смешивания сигналов. Для этого сигналы перед смешиванием пришлось бы ослаблять цифровым способом, что уменьшает разрядность цифрового сигнала, а значит увеличивает шум и уменьшает динамический диапазон. В одном из первых видео на этом канале я уже рассказывал о связи этих величин, и сейчас повторяться не хотелось бы. Все эти параметры у нас и так не на высоте из-за применения встроенного 12-битного АЦП и шим, который при нужной частоте сэмплирования 48 кГц дает лишь 11-битное разрешение. В ходе размышлений я быстро понял, что входной сигнал даже в аналоговом варианте смешивается с сигналом обратной связи и подается на вход 12-битного АЦП почти с теми же эффектами, что и в случае цифрового смешивания. Оставалось что-то решить со смешиванием выходных данных. Во время тестирования плеера импульсов я измерил шум нашей платформы и убедился, что он связан в основном с разрядностью 11-битного шим и недостаточной фильтрацией его несущей фильтром низкой частоты шестого порядка. Учитывая этот довольно высокий уровень шума, соответствующий 8-9-битному сигналу, я понял, что несколько цифровых суммирований 12-битного сигнала ситуацию не сильно ухудшат. Зато это позволит добавить несколько эффектов и выстроить их в цепочку. Цели ясны, задачи понятны. Перейдем к теории и программе. Первое, что нам нужно будет сделать, это реализовать все регулировки эффекта дилей в программном виде. Восполним упущение прошлых серий и нарисуем блок-схему эффекта дилей. Блок по центру – циклический буфер задержки, основа всего эффекта. На его входе прямой сигнал смешивается в определенной пропорции с уже задержанным сигналом, сигналом обратной связи. На выходе же эффекта прямой сигнал смешивается с задержанным, также в определенной пропорции. Какие у нас есть регулировки дилея? Самое главное – это длительность задержки сигнала, дилей. Сейчас она временно регулируется энкодером. Далее, уровень задержанного сигнала по отношению к чистому на выходе эффекта, level. И уровень задержанного сигнала обратной связи по отношению к чистому на входе буфера задержки, feedback. Я решил, что будет слишком расточительно не воспользоваться достижениями в оптимизации прерывания из проекта плеера импульсов, но переход на ассемблерные вставки для проекта педали будет излишним, поэтому я взял из плеера только замену библиотечных функций на прямую работу с регистрами периферии микроконтроллера, что неплохо уменьшило накладные расходы на организацию прерывания и формирование входных и выходных данных. Давайте переделаем программу эффекта дилей так, чтобы управление уровнем и обратной связью можно было осуществлять из программы. Сначала обеспечим возможность создавать цепочку эффектов. Новый сэмпл сигнала вычисляется, масштабируется, преобразуется в знаковое число и копируется в переменную IOBUF. Это входной и по совместительству выходной буфер эффектов в цепочке. Далее читаем из нового элемента буфера задержанный на время задержки сэмпл во временную переменную. Перемножаем его и сэмпл прямого сигнала на сбалансированные коэффициенты буфера задержки delay feedback и единица минус delay feedback и запоминаем в этом же элементе буфера. Также инкрементируем индекс. Осталось только вычислить значение выходного сэмпла. Также перемножив временную переменную задержанным сэмплом и IOBUF с сэмплом прямого сигнала на сбалансированные коэффициенты соотношения громкости выходного сигнала delay level и единица минус delay level. После инкремента индекса проверим, дошли ли мы до конца буфера. Если да, все как и раньше. Сменим состояние светодиода и начнем проход буфера с самого начала.
Преобразовываем сэмпл обратно в беззнаковый формат, масштабируем и выводим на шим. Проверим, как звучит новая реализация старого эффекта. Ну как, у вас тоже свело олдскулы от примеров? То ли еще будет. Мне очень хотелось иметь возможность получать много повторов звука или вообще зациклить звук в бесконечную петлю, как это умеют делать некоторые педали, и как умела наша педаль, пока у нее были аналоговые крутилки. Этот эффект часто применяется в психоделическом роке, шугейзе и некоторых других направлениях музыки. Балансный способ смешивания прямого сигнала и сигнала обратной связи не позволяют добиться такого эффекта, так как необходима обратная связь, близкая к единице, но при этом, чтобы прямой сигнал тоже продолжал подмешиваться в достаточно большой пропорции. При балансном же смешивании сумма множителей сигналов всегда равна единице, и при приближении уровня обратной связи к единице уровень прямого сигнала становится слишком маленьким. Чтобы добиться эффекта зацикливания, я добавил проверку сатурации входного сигнала буфера задержки, чтобы исключить знаковое переполнение, и переделал формулу вычисления коэффициентов смешивания для сэмплов, записываемых в буфер задержки. Теперь для уровня сигнала обратной связи менее 0,5 происходит балансное смешивание, а при уровне более 0,5 прямой сигнал всегда умножается на 0,5, а множитель сигнала обратной связи может достигать 0,999. Как звучит такой эффект зацикливания звука? Давайте послушаем вместе. После такой переделки программы у нас все готово для добавления других эффектов и для объединения их в цепочку. Самый простой эффект, который можно добавить в нашу педаль, это амплитудная вибрато. Амплитудная вибрато представляет собой изменение громкости сигнала по какому-либо периодическому закону. Самый распространенный вариант по синусоидальному. При всей кажущейся простоте этот эффект требует пояснения на картинке. Здесь вы видите необработанный сигнал, сигнал с глубиной модуляции 50% и с глубиной модуляции 100%. Как видно по графикам, требуется не просто перемножение сигнала на синус, а умножение на вот такую формулу. Синус, как известно, изменяется в пределах от минус единицы до единицы. Если мы отнимем от синуса единицу, он будет изменяться от минус 2 до 0. Далее умножаем на 0,5 и на коэффициент а и прибавляем единицу. Тогда при а равном нулю значение всего выражения всегда будет равно единице, модуляция отсутствует. А при а равном единице значение выражения будет меняться по синусоидальному закону от 0 до единицы, что равносильно модуляции 100%. Коэффициент а является глубиной эффекта амплитудного вибрато. LFO — это Low Frequency Oscillator.
Генератор сигнала сверхнизкой частоты. Как правило, от долей герц до пары десятков. Параметрами этого генератора в нашем случае будут частота и тип осциллятора. Тип осциллятора определяет форму колебаний, которая может быть синусоидальная, треугольная, пилообразная, прямоугольная и так далее. Пока разберемся только с синусоидальной. Параметр самого эффекта амплитудного вибрато у нас только один – глубина модуляции А. Хотя вы видели в моем исполнении лютую оптимизацию на ассемблерных вставках в программе плеера импульсов, такой подход уместен далеко не всегда. Поэтому сейчас вместо изобретения целочисленных или табличных синусов мы с вами воспользуемся функцией sinf, синус одинарной точности, выдающей значение в формате float. Надеюсь, производительности нашего микроконтроллера хватит на вычисление хотя бы одного синуса в реальном времени. Шучу, конечно, хватит. Не настолько у нас чахлый процессор для подобных вещей. Что делает наша программа? В этой строчке вычисляется точное значение частоты дискретизации, fs. В будущем надо будет перенести эту строчку в инициализацию программы, чтобы не тратить на нее каждый раз время. LFO-TN – это количество сэмплов на один период генератора LFO. Вычисляется делением частоты дискретизации на частоту LFO. LFO-T – количество сэмплов, прошедших со старта программы. LFO-PH – это фаза нашего периодического сигнала. И LFO-FX – это мгновенное значение генератора LFO, собственно модулирующий сигнал. Осталось добавить формулу амплитудного вибрато, и эффект готов. Видите, как все просто? Послушаем, как звучит наш эффект. Чтобы олдскулы не свело окончательно и чтобы они немного отдохнули, предлагаю завершить наши сегодняшние ретро-посиделки. В качестве интерактива предлагаю угадать, какой эффект будем добавлять в следующем видео. Пара подсказок. Он был открыт без малого 70 лет назад и определенно связан с магнитной лентой. Свои предположения пишите в комментариях. До встречи!